Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Мария. Вы у нас из группы МАР 2024 года. Да. Наталья, можете вкратце рассказать, что у вас было до курса ЛЦП, какие проблемы, диагноз, возраст ребенка? Значит, до курса, на курс мы пришли, ребенку было 4 и 10. Э, У нас стоит диагноз раз, гиперактивность, СДВГ и еще что-то, ну я не помню это слово, если честно. Значит, ребенок у нас плюс-минус с речью у нас проблем как бы, ну, были, да, ну, я не вдаюсь в эти прям проблемы. Речь это такое, это я знаю, что речь будет в любом случае. Главное, чтобы она была хорошей. Не было контактности, то есть он с детьми гулять вообще не хотел. Ему неинтересно это было. В глаза он смотрел, на имя откликался. Значит, ну, в основном нас больше всего вот это было его социализация в этом мире, потому что с этим прям большая проблема у нас. У нас были проблемы со сном. Уложить ребенка на ночной сон прям была трагедия. Мы ложились в 10 вечера, в лучшем случае засыпали к 2 часам ночи. А, Туалет у нас были проблемы, мы не ходили в туалет по большому, по маленькому он ходил на унитаз. Проблемы были прям по большому у нас тоже с запорами. С питанием проблем не было, он ел все подряд. Ну, вот самая главная наша проблема — это его социализация. Ну и, естественно, да, какие-то команды он, в основном команды он не выполнял, просьбы. Ну, в принципе, да, это все связано с социализацией, по большому счету. На сегодняшний день, вот, сегодня у нас 5 мая, это мы, чуть больше месяца на курсе. У нас прям, наверное, я не знаю, с 5-го дня наладился сон. У нас ребенок просто брал свои игрушки и в 9 вечера: "Я хочу спать". Все, он нашел, ложился спать и засыпал буквально за 15 минут. Мгм. До утра Перейти на спал? питание. А? И до утра спал? Да, конечно. Перейти на питание у нас заняло все, наверное, дня 3, то есть без проблем. Мы убрали всю запрещенку, как сказал доктор. У нас прям ни одного порыва, ни одного позыва, все прекрасно. Сейчас он кушает только разрешенную еду, то, что можно. Кушает прекрасно, без проблем. Он до этого ел очень много сладкого. Сейчас у нас только печенье по БЖУ. Мгм. Тоже ест его замечательно. Э, Даже в детском саду он начал подпускать к себе друзей. Он начал прям контактировать с детками, он начал с ними рядышком играть, обращать внимание, как они играют, в какие игры они играют. Он начал буцать мяч ногой. Он до этого мяч это у нас было что-то страшное. Сейчас он прям мячом замечательно играет. С папой он полностью делает всю гимнастику, полностью с папой занимается спортом. Даже боксом начали заниматься дома. Э, Речь у нас стала совсем другая. Мы очень в шоке. Если честно, мы прям в большом шоке. Речь, просто стала более конструктивной. Он конкретно говорит фразу, чего он хочет. Мгм. Ну, все в процессе. Мы, конечно же, мало на курсе, мы работаем над этим всем. Туалет у нас, начал перестраиваться его организм. Сейчас уже плюс-минус все налаживается, и мы в процессе научиться вот, ходить на унитаз уже даже по-большому. Мгм. Коммуникация уже лучше, он стал лучше воспринимать людей, он смотрит в глаза прям каждый раз, когда здоровается, когда говорит "пока". Все, конечно же, через команду, то есть "скажи привет", "скажи пока", но при этом всем это все сопровождается жестами, это сопровождается взглядом, э, речью. Намного лучше стало, и ребенок стал намного спокойней, чем был до этого. Он даже какие-то запреты начал воспринимать намного спокойней. Мгм. А были истерики? Да, истерики у нас были очень сильные истерики. Но истерики
в какой-то мере остались, но остались только из-за того, что это был запрет. То есть если он просит у меня печенье, а я понимаю, что он уже его сегодня съел очень много, и мне его надо будет сейчас покормить уже там обедом или ужином, я ему говорю, нет, пока нельзя, то да, у него истерика, но, ну как, эта истерика такая двухминутная, это больше протест. Стимил он и до этого, стимит он и сейчас. Но доктор сказал, что все в процессе, и стимы тоже мы уберем. Конечно, стимул у вас упражнения по стимулу будут чуть позже. На сегодняшний день мы видим за такой маленький период действительно большие результаты, и очень много наших знакомых, которые знают нашего ребенка, они в шоке, потому что они видят, насколько изменился наш сын. Мгм. Мы прям в восторге, если честно. Я не верила, но знаю, что и вижу, что действительно ребенок стал гораздо спокойнее, он гораздо спокойнее стал воспринимать информацию, он гораздо спокойнее стал отдавать отчет действиям, он сам раздевается. Раньше у нас было так, он приходил домой, он снимал кроссовки, ну, обувь, да, он снимал ее с такой истерикой, он не хотел разбываться, он сидел, орал на полу просто, что вот, ну, все. Сейчас он приходит домой, он снимает обувь, он идет, раздевается в своей спальне, он слаживает вещи в свой комод. Он приносит пижаму, он дает одеть эту пижаму ему, то есть, ну, без проблем. Единственное, что мы, когда заходим домой, у него прям пунктик, мы должны все переодеться сразу. Мгм. То есть, ну, опять же, это все дальше, я так понимаю, что это все на занятиях будет дальше уже исправляться и корректироваться. Все, что именно по питанию, у нас результаты большие, и мы довольны очень сильно. Вы же только перешли в группу, да, получается? Да, да, мы только зашли, вот буквально пару дней, как мы зашли в группу задания. Мгм. Ну, у вас еще все впереди. Ну да, да, мы знаем это, но именно то, что касается вот стабилизации питания, мы в шоке, потому что у нас намного он стал спокойнее, а это один из больших факторов, которые влияют на их развитие, это именно спокойствие ребенка. На самом деле, я боялась, что будет очень сложно в плане питания и мне, и ему, но буквально, я говорю, наверное, максимум это неделя, что нам надо было привыкнуть, и мне, и ему, как к этому всему списку. Ну, все очень просто, и мы выбрали для себя определенное меню. Как говорит всегда доктор, не выдумывайте велосипед. Вот мы, да, мы не выдумали велосипед, мы посоветовались очень классно, что в группе большое количество мам, которые действительно помогают друг другу, подсказывают и дают рекомендации, и доктор всегда на связи, и консультанты, и менеджеры ваши все на связи, и это очень приятно, потому что у меня прям, ну, проблем не было ни граммочки. Я сразу, вот я пишу вопрос, девочки, нужно то-то, сразу же миллион сообщений, это очень классно, это очень круто, потому что это большая поддержка. Я прошла это все без стресса, точно так же, как и наш малыш. Я думаю, что мы дальше добьемся больших результатов. Конечно, Наталья. Все успехи вас ждут еще впереди. Я в это очень сильно верю. Обязательно получится. Наталья, скажите, пожалуйста, как вы думаете, в чем отличие метода ЛЦП от других методов? Ну, ЛТП это вообще отдельная история, потому что само по себе питание на самом деле очень большую роль отыгрывает для иммунитета и для здоровья. И благодаря ЛТП я даже для себя это открыла как новую страницу в своей жизни. И ну как, если сравнивать ЛТП и, допустим, аботерапию, но это совсем разные истории. И аботерапия это больше заученные термины, заученные действия, которые не дают прогресса в плане развития. Возможно, ну, в каких-то единичных случаях, но, допустим, не в нашем. Мы занимаемся аботерапией и сейчас, но занимаемся для того, чтобы ребенок просто не было у него расслабления в плане,
чтобы он не забыл то, что он знает, как поддержка такая. Но LTP — это совсем другое. И я до сих пор изучаю даже это все, потому что мы только начали, и для меня это новая грань, новая история. И я сейчас даже очень многим мамам, которых я знаю там с такими же ситуациями, я им рекомендую как минимум найти сайт, найти странички, найти Инстаграм, Вайбер, я не знаю, Телеграм, ТикТок, просто хотя бы для себя узнать эту информацию. Я до сих пор всю, каждую просто видео, каждый эфир я пересматриваю, потому что понимаю, что каждый грамм информации от доктора — это действительно что-то очень важное для наших детей. Спасибо. Наталья, и последний вопрос. Ну, даже, наверное, не вопрос, а просьба. Что бы вы, может, что-то вы бы хотели сказать родителям, которые посмотрят ваш отзыв? Я единственное, что хочу сказать, это, наверное, фраза не только моя, а всех мам и кураторов с курса. Не теряйте время, не тратьте свое время на безумные вещи, которые просто навредят детям. Потому что ну, с LTP это немного другое, это совсем другая, я не знаю, эра, эпоха, это развитие детей в другой степени. Это очень важно, вот это очень нужно нашим детям, и это та поддержка, которую мы можем им дать. Это то, что мы, как родители, можем сделать для своих детей снутри дома, снутри нашей жизни. Ну, не знаю, не тратьте время, это самое главное, потому что время, потерянное на ненужные действия, уже не вернется. А здесь действительно это будущее наших детей. Только время и ваши усилия. Все. Наталья, спасибо вам большое за отзыв. Я очень рада за ваши успехи. Впереди Спасибо и вам большое. очень много успехов и побед, я в этом уверена. Будем стараться Конечно. дальше. Спасибо вам большое, Мария, и вам за вашу поддержку, за то, что вы всегда с нами на всех эфирах. Спасибо вам большое тоже. Спасибо, Наталья. Всего доброго, до свидания. И вам спасибо, до свидания.